Да? Знакомая картина, не правда ли? Ламинат хрустит в одном месте. Скрип уже порядочно всех достал. И поэтому я подсмотрел на одном из немецких форумов, как это можно вылечить. Папа, можно мне клей? Можно. Для этого нам понадобится шприц на 20 мл, клей «Момент монтаж», он же жидкие гвозди, я беру прозрачный, шуруповерт со сверлом, сколько миллиметров здесь? 3, наверное, 3-4 миллиметра. Одна маленькая дочка. И понадобится вот такой вот монтажная лента. Технология очень простая. Папа, смотри. Она Я хорошо. твой Молодец. Технология не претендует на истину в первой инстанции, но позволяет обходиться без перекладки ламината, что для меня было очень критичным. Значит, какая технология? Мы смотрим, находим самое скрипучее место. Фактически это получается центр проваленной стяжки, скорее всего. Да, центр проваленной стяжки, то есть здесь где-то у нас провал, и вот он скрипит. Проверяем. Твой провал. Да. Это Вот он. пешок. Даже видно визуально, вот тут вот все прогибается. Вот. Тут уже нормально. Тут уже нормально. То есть, мы выяснили где-то вот здесь вот. Вот, то есть наша задача сейчас будет здесь выровнять пол, залив компаунд под ламинат. Что мы делаем? Отрываем кусочек, да? И мне. Монтажной ленты. И тебе немножко. Держи. Клей. Молодец. И сверлим. Еще раз проверяем. Маша. Вот где-то вот здесь вот. Не бойтесь сверлить насквозь. Потом все это залить можно специальным составом. Все, дошли до дна. Просто осторожно, не трогай, чтобы туда не засыпались крошки. Сейчас мы это все пропылесосим. Вот так мы пылесосим, да, Мирусь? Вот. Для чего нужна монтажная лента? Клей будет немного выходить наружу, и чтобы он не испортил ламинат, он будет выходить на монтажку, которую просто мы потом сорвем, и все. Выглядит это вот так. Дай мне тоже. Вот наш прогиб. Я тоже хочу. Мирусь, а мы видео снимаем с тобой. Сейчас, подожди секундочку. Мы сейчас с тобой все сделаем, как надо, да? Так, давай крупным планом. Так, теперь берем шприц. Осторожно с молоточком, не урони его, хорошо? Берем шприц. Наполняем. Тык. Идеально встает туда плотненько эта штучка. И туда делаем инжекцию. Папа, не дай мне. Все. Все, он где-то там распределился. Если мы сейчас вытащим и начнем нажимать, он полезет наружу, клей. Что нежелательно, поэтому мы оставляем шприц там. И начинаем потихонечку вот так вот нажимать. Я уже сделал где-то 5-6 таких здесь ремонтов. Стоп. Смотри, пока как я делаю.
5-6 я уже таких сделал. В принципе, небольшой опыт есть. То есть мы даже можем ногами тут походить вокруг, чтобы он там блинчиком распределился. Походили. И вторую дозировку, да? Давай 2 шприца отдал. Давай, Мирусь. Опыт показал, что 2 шприца оптимально на одну локализованную. Вот так вот, да? Так. Что ты делаешь? Сейчас мы еще туда вольем. Вот так вот. А что поделать? Надо распределять. Так. Все. Что поделать? Он каким-то образом там распределился. Теперь можно вытащить шприц. Опа. Теперь что делаем дальше? Для равномерности распределения дальнейшей у нас подготовлены вот такие вот вот палочки. То есть они выведут плоскость и не дадут ни пережать, ни оставить горб здесь. То есть мы кладем 2 вот так, допустим, одну вот так. Вот, и начинаем сюда также нажимать. Можно своим весом встать. Можно чуть попрыгать. Вот мы видим, что излишки вышли наружу. То есть это хорошо. Это значит, что он расползся вокруг. И здесь есть какое-то напряжение, то есть нет полостей. И излишек вышел наружу. То есть мы его просто-напросто убираем, эти излишки. Просто берем. Рукой берем. Вот. И важный момент. Мы здесь его вот так оставляем. И надо сделать, как бы, излишки воткнуть обратно, чтобы здесь получилась впадинка. Потому что если мы клей оставим так, нам придется его немножко высверливать, чтобы залить красящим составом, отремонтировать верхний слой. Поэтому лучше, чтобы вот эта ямочка имела некую впуклость. Затем все просто. Мы кладем 2 досочки вот так, одну досочку вот так. То есть поверхность равномерно будет распределяться. И ставим какой-то груз. У нас грузом является пенек кошачий. Все, ставим пенек. Вот так это все выглядит. Вот, и оставляем сохнуть на 5-6 часов до полимеризации этих жидких гвоздей. Вот для примера сейчас посмотрим. Я делал вот здесь. Вот тот же самый скрип был. Все, ничего нет. Сделали мы потом еще где, Мирусь? Вот здесь рядом мы сделали. Скрипа никакого нет. Сделали вот здесь вот. Все, ничего нет. Вот, но если где-то вокруг появляется, можно... Вот. Так что способ проверенный. Я могу его рекомендовать. Вот. Попозже съезжу в Леруа, куплю какой-нибудь состав для заполнения вот этого пространства. Потому что я купил воск Эдинг, но это оказался полным отстоем. Вот. Он при заполнении верхушка липнет, тянет на себя всю пыль и всю шерсть кошачью. То есть нужно что-то такое, чтобы можно было чуть-чуть сполировать верхушечку. Вот, и она слилась как бы с лаковым слоем верхним ламината. Пользуйтесь, если кому этот способ поможет, ставьте лайк. Спасибо большое.